Привет, армия со всего мира! Прежде чем мы обсудим горячие новости о будущем Чонгука и BTS, не забудьте нажать кнопку «Подписаться», чтобы не пропустить последние новости и эксклюзивные факты, которые вы больше нигде не найдете. Этот вопрос сейчас подогревает любопытство миллионов поклонников BTS по всему миру. Слухи, циркулирующие с начала года, снова усилились. Истечет ли контракт Чонгука с HYB или претерпит существенные изменения? Это не просто второстепенный вопрос. Эта новость появилась одновременно с публичным заявлением Тэхёна, прямо касающимся решения Чонгука. Эта ситуация не только породила спекуляции, но и подняла серьезные вопросы о будущем одной из крупнейших музыкальных групп в истории южнокорейской индустрии развлечений. Эта тема впервые всплыла после того, как несколько корейских развлекательных СМИ сообщили о внутренних переговорах между руководством HYB и участниками BTS относительно будущего их контрактов. В сообщении упоминалось, что один из участников группы рассматривает новые варианты продления контракта, хотя его имя не называлось. Однако волна спекуляций в социальных сетях быстро переключилась на Чонгука, особенно после того, как его недавняя деятельность, казалось, стала более независимой. В интервью японским СМИ Чонгук рассказал, что обдумывает следующий шаг в своей карьере и хочет убедиться, что каждое принимаемое им решение соответствует его личностному и профессиональному росту. Это формально нейтральное заявление, однако, вызвало самые разные толкования. Может ли это быть признаком того, что Чонгук рассматривает возможность расторжения своего эксклюзивного контракта с HYB, что добавляет драматизма в ситуацию? Тэхён, который известен тем, что редко комментирует контракты, появился в прямом эфире на платформе Уиверс и произнес фразу, которая быстро стала горячей темой в фан-сообществе: «Звездочка, мы всегда поддерживаем решение каждого участника, каким бы оно ни было, звездочка». Несмотря на простоту, это заявление было воспринято как неявное признание того, что за кулисами действительно ведутся серьезные обсуждения контракта одного из участников. Для поклонников, следящих за BTS с момента их дебюта в 2013 году, тема контрактов не нова. В 2018 году BTS продлили свой контракт с HYB, тогда еще известным как Big Hit Entertainment, до 2025 года, что рассматривалось как гарантия будущего группы на фоне их глобальной популярности. Однако, учитывая, что календарь показывает 2025 год, разговоры о новом контракте неизбежны. Несколько аналитиков корейской индустрии развлечений заявили, что BTS находится в уникальной позиции на переговорах. Их глобальная популярность делает каждое решение о контракте международным событием, имеющим значительные финансовые последствия как для HYB, так и для всей K-pop-индустрии. Если один из участников решит не продлевать контракт, это повлияет не только на группу, но и на корейский рынок развлечений в целом, сказал профессор Ли Джун, эксперт по креативной экономике из Сеульского национального университета. В этом контексте слухи о Чонгуке становятся еще более чувствительными. Будучи одним из главных вокалистов и одной из самых популярных фигур на международном уровне, его решение повлияет на общественное восприятие и внутреннюю динамику группы. Тот факт, что Тэхён, один из ближайших друзей Чонгука, высказался по этому поводу, добавляет вес этому вопросу не только в Южной Корее. Международные СМИ также начали освещать это развитие событий. Billboard, Rolling Stone и The Guardian опубликовали статьи, в которых обсуждались возможные сценарии, если Чонгук выберет другой карьерный путь, будь то полностью независимый сольный исполнитель или останется с HYB в рамках нового, более гибкого формата контрактов. HYB пока воздержались от официальных заявлений. В кратком пресс-релизе представитель компании заявил: «Мы не можем комментировать спекуляции относительно контрактов наших артистов. Любые официальные обновления будут опубликованы по официальным каналам HYB». Эта позиция, вместо того, чтобы развеять сомнения, лишь усилила впечатление, что за кулисами действительно ведутся обсуждения. Большинство фанатов выразили полную поддержку Чонгуку в принятии наилучшего для себя решения, каким бы оно ни было. Однако существовали также опасения, что изменения в контракте могут повлиять на единство BTS как группы.
Помимо личных факторов, существуют также юридические и коммерческие аспекты, которые нельзя игнорировать. Контракты артистов в Южной Корее, как правило, строго регламентируют распределение доходов, графики продвижения, авторские права на произведения и ограничения на деятельность вне агентства. Изменение или расторжение контракта требует полного пересмотра всех этих аспектов. В случае с Чонгуком, который сейчас также выступает сольно и чьи работы занимают лидирующие позиции в мировых чартах, пространство для переговоров еще шире. Еще одним фактором, усложняющим ситуацию, является продолжительность его военной службы. Как известно, все участники BTS либо начали, либо уже завершили обязательную военную службу. Чонгук должен завершить ее в середине 2025 года, что совпадает с окончанием коллективного контракта BTS с HYB. Это делает решения по контракту не только деловыми, но и касающимися сроков возвращения группы к полноценной деятельности после службы, момента, который привлек значительное внимание в мире к поп. Переход по контракту всегда деликатный вопрос. Многие крупные группы распускаются или теряют ключевых участников во время переговоров о пересмотре контрактов. Однако BTS известны тем, что умеют справляться с такими ситуациями с поразительной сплоченностью. Вопрос в том, смогут ли они пережить это время. В другом интервью модному журналу Тэхён добавил еще больше таинственности, сказав: «Иногда нам приходится идти разными путями, чтобы оставаться рядом друг с другом». Это заявление, хотя и было истолковано философски, прозвучало для фанатов как сигнал о том, что действительно рассматриваются серьезные перемены. Судя по послужному списку Чонгука, он не из тех артистов, кто принимает важные решения импульсивно. С момента своего дебюта он известен как перфекционист, всегда учитывающий долгосрочные последствия каждого карьерного шага. Его публичные заявления, как правило, осторожны и взвешены. Поэтому, когда он намекнул, что обдумывает свой следующий шаг, публика восприняла это как знак серьезности намерений. Стоит отметить, что в своем последнем интервью корейским СМИ Чонгук подчеркнул, что по-прежнему уважает всех участников BTS и всегда будет частью семьи BTS. Однако он не исключил возможности попробовать себя в разных рабочих моделях в будущем. Это последнее заявление в настоящее время является предметом различных исследований. Если Чонгук действительно решит не продлевать свой полноценный контракт с HYB, отраслевые обозреватели предсказывают несколько вариантов развития событий. Во-первых, он может подписать эксклюзивный контракт сольного исполнителя, но остаться участником BTS для участия в групповых проектах. Во-вторых, он может перейти в другую управляющую компанию для сольной деятельности, но продолжить сотрудничество с HYB для продвижения BTS. Третий, самый экстремальный сценарий – полный уход от менеджмента HYB. Как сольные исполнители, так и участники BTS, HYB и BTS доказали свою способность реализовывать различные модели творческой работы, включая коллаборации с зарубежными артистами, индивидуальные проекты и скоординированные глобальные промоушены. Однако любые изменения контракта по-прежнему требуют детальных согласований, охватывающих юридические, финансовые и кадровые аспекты. Примечательно, что несколько источников в индустрии сообщили, что Чонгук встречался с представителями нескольких крупных международных лейблов, в том числе в США и Японии. Хотя официального подтверждения этому не было, эти встречи породили подозрение, что он изучает международные возможности, выходящие за рамки традиционной системы управления к-поп. Несмотря на все домыслы, одно можно сказать наверняка: решение Чонгука станет одним из самых определяющих моментов в истории BTS и корейской индустрии развлечений. Теперь, когда Тэхён публично выразил свою поддержку, публике остается лишь ждать официального объявления, задаваясь вопросом, станет ли 2025 год началом новой главы. Или это конец золотой эры BTS, какой мы ее знаем. Вопрос о контракте BTS и Чонгука в частности стал горячей темой с момента первых сообщений корейских развлекательных СМИ в начале 2025 года. СМИ утверждали, что на высшем уровне руководства HYB ведутся активные обсуждения будущего их флагманского артиста.
Изначально эта информация была общей и анонимной, но уже через несколько дней онлайн-форумы, сообщества ERMY и даже международные СМИ начали упоминать Чонгука как человека, о котором идет речь. Спекуляции достигли пика после эксклюзивного интервью Чонгука японским СМИ. В интервью он признался, что обдумывает следующий шаг в своем музыкальном пути и хочет, чтобы каждое решение соответствовало его личным ценностям и стремлениям. Формально это заявление было нейтральным, но для поклонников оно прозвучало как сигнал о том, что, возможно, рассматриваются серьезные перемены.